Девчонки, привет! Извиняюсь, что редко снимаю и выкладываю для вас видео, но я стараюсь это делать в хорошем качестве и снимать для вас самые интересные и важные моменты. Итак, наконец-то, по вашим многочисленным просьбам, я нашла время и сняла для вас это видео мастер-класс и покажу, какие втирки, слайдеры использую, что и как делаю, чем крашу, чем промазываю. Клиентам тоже очень понравился этот дизайн, этот маникюр. Отметили, что он в жизни еще красивее. И даже дали ему название «Золотая осень». Мои любимые слайдеры от Анны Ткачевой хрустальные. Они очень красивые, их можно заказать через интернет, мне кажется, вообще по всему миру. И втирочки. У меня их несколько золотых втирочек. Дизайн покажу с моими двумя любимыми втирками. Одна более желтоватая, другая такого медного рыжеватого оттенка. Для наглядности, чтобы вам сравнить, увидеть эту разницу. Приступим. Черным гель-лаком перекрываем ноготок, просушиваю 30 секунд и перекрываю топом без липкого слоя. Топ сушу 1 минуту. Затем в просушенный топ втираю втирку аккуратненько аппликатором, сильно не тру. Втирки на аппликаторе много, и она хорошо, легко втирается без всяких проплешин. Излишки смахиваю кистью и перекрываю топом без липкого слоя. На ноготках торцы перед топом промазываю ультрабондом. Следующий ноготок перекрываю бежевым гель-лаком, такой молочно-песочный. Здесь у меня в 1 слой, ногти перекрываем в 2 слоя. Обезжириваем и очень хорошо бафим. Пыль снимаю обезжиривателем. Далее на пластину наношу черную гель-краску для стемпинга. Хорошо распределяю ее скребком. И легким аккуратным перекатывающим движением переношу на штампик. Отпечатываю рисунок на ноготке. Если где-то запачкала, убираю салфеточкой, смоченной в обезжиривателе. Какие-то недочеты вытираю. Просушиваю 1 минуту в лампе и аккуратненько втираю втирку. Сильно не тру, аппликатором. Излишки смахиваю кистью и сухой салфеточкой дотираю начисто. Перекрываю топом для слайдеров без липкого слоя, хорошо промазывая и запечатывая торцы. Просушиваю полминуты и молочную часть вокруг скелетированного листика промазываю матовым топом. По необходимости тоненькой кисточкой могу где-то поправить, довести. Просушиваю хорошо 1,5–2 минуты, чтобы топ хорошо высох. У меня от топа остается немножко липкий слой, я его вытираю обезжиривателем хорошо. Наматываю черную гель-краску паутинку, просушиваю 10–30 секунд, как удобно. Много не надо сушить, нам надо просто зафиксировать. И густым топом без липкого слоя ставлю капли и досушиваю ноготок. И теперь покажу золото такого более рыжеватого медного оттенка. На черный гель-лак, на топ просушенный 1 минуту, наношу втирочку. Излишки смахиваю кистью. На ноготках торц промазываю ультрабондом и перекрываю топом до слайдеров. Я перекрываю в 2 слоя. И заключительный ноготок, тоже бежевого цвета молочно-песочного, обезжириваем, хорошенько бафим, снимаем пыль обезжиривателем и с помощью стемпинга переносим рисуночек скелетированного листика на ноготок. Просушиваю 1 минуту и втираю втирочку. Втирка уже такая медная здесь. Золото рыжеватого оттенка. Аккуратненько аппликатором растираю втирку и излишки смахиваю кистью и начисто убираю сухой салфеточкой. Где какие недочеты, салфеточка, смоченная в обезжиривателе, убираю. Теперь топом без липкого слоя делаю такой как бы френчик, обводочку по свободному краю. Тут ничего сложного, главное примерно придерживаться, чтобы полосочка это была одной ширины, ну как френчик такой тонюсенький. Просушиваю 1 минуту и втираю втирку. Сильно аппликатором не тру, легкими движениями втираю втирку
Излишки втирки смахиваю кисточкой, пушером, острым кончиком убираю недочеты, где-то, может, промазала лишнего. Далее жидкой базы тоненько очень мажу то место, где будут слайдеры, либо весь ноготок, если трудно сориентироваться. Сушу только 5 секунд и на недосушенную базу выкладываю размоченные слайдеры, резиновой кисточкой их прижимаю. Хрустальный слайдер довольно-таки толстенькие, объемные, иногда приходится ноготками, пальчиками помогать. Главное, чтобы они везде хорошо прилегали, нигде не оттопыривались. Досушиваю слайдеры 30 секунд и перекрываю топом для слайдеров без липкого слоя. Где нужно, выравниваю ноготок, хорошо запечатываю торцы. Да, и на ноготках перед топом торцы обязательно промазываем ультрабондом, так как там втирка. Где рифленые места у слайдеров, излишки топа вытираю кистью, убираю кистью, чтобы они не теряли свою фактурность и объемность слайдера. Просушиваю 30 секунд и матовым топом прокрашиваю молочно-бежевый цвет, чтобы он был матовый, а слайдеры хрустальные остались глянцевыми, и скелетированный золотой листик был глянцевый. Так получается контрастнее всего. Золото и матовый бежевый. Тоненькой кисточкой, где надо, докрашиваю, довожу, помогаю. И просушиваю 1,5-2 минуты. Хорошо надо просушить топ, так он более матовый получается. Мой матовый топ все же оставляет какую-то липкость, и я ее убираю обезжиривателем. Затем густым топом без липкого слоя делаю каплю на ягодках, на листочках, где были выпуклые места. Их как бы дублирую, делаю их почетче, поярче, более фактурными. И досушиваю ноготок. И залипательный дизайн и маникюр готов. Если вам было интересно, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Очень рада буду обратной связи, комментариев или пожеланий. И до новых встреч!